Всем привет! В прошлом видео я обещала, что на этой неделе я поснимаю несколько мастер-классов, какое-нибудь моделирование или что-то построение, что-то какое-то интересное или что-нибудь, и потихонечку буду выкладывать, будучи в отпуске. Но, к сожалению, эта неделя у меня пролетела просто как ураган. Во-первых, первые 2 дня недели, то есть понедельник и вторник, у меня были такие, знаете, творческие. Я искала, я была в поисках, я колдовала, и вот это вот волшебство у меня было просто по всей мастерской. То есть это куски, какие-то кальки, обрезки макетной ткани. То есть я искала что-нибудь такое необычное для себя. И, к счастью, я создала это необычное. Оно, конечно, не сказать, что прям супер-пупер что-то такое вау, но для меня это действительно необычно. И сейчас я вам об этом расскажу. За моей спиной вы видите мой жакетик. Я его украсила крупными пришивными стразами. С одной стороны, я так захотела. Решила пуговицу сюда не пришивать, то есть не делать петлю, не делать пуговицу. Вот он у меня будет такой, свободный, прямой, то есть под какую-то или на какое-то интересное изделие, да. То есть в данном случае у меня топ или блузка, не знаю, сейчас мы ее рассмотрим. В общем, вот так вот получилась у меня такая вот задумка. Может быть, кому-то не понравится, но мне нравится. То есть я люблю все такое, знаете, блестящее, да, то есть чтобы не колоть, не прокалывать брошками какими-то, да, я решила вот так вот украсить один лацкан. Итак, сейчас я снимаю жакет и начинаю рассказывать. Пока уберу жакет в сторону. Значит, вот такой у меня получился костюм. Надеюсь, его видно весь. Я начну все-таки с брючек. Вот так я задеру сейчас блузочку. Брючки, можно сказать, совершенно обычные. Талия на резинке. Прямые к низу. Значит, у меня была по ширине ткань 150 сантиметров, на мои 96 обхват бедер, на сегодняшний день уже 96. И остальное, получается, это свобода, прибавка на свободу и, конечно же, прибавка на швы. То есть это можно легко просчитать. Впереди я заложила складку по 3 сантиметра. То есть с одной стороны одна складка и с другой стороны одна складка. И вот здесь от складки до складки нет сборок. То есть резиночка начинается от складки, далее по всей спинке, по всей задней половинке. Манекен не моего размера, поэтому, возможно, будет сидеть не так, как на мне. И до следующей складки. То есть вот такие вот легкие получились брючки, такие, знаете, прям комфортные. Какая-то ткань, я даже не могу сказать, какая-то ткань, похожа на искусственный шелк, но это не софт. Похоже на софт, но нет, софт. Эта ткань не электризуется, вообще не электризуется, что меня очень радует. Я вот прям вот пока работала с ней, прям замечательно работала, не цепляется, не электризуется. И вообще очень замечательно, кстати, с ней работать. Что за ткань, я не знаю. Какая-то плательно-блузочная. Знаем мы, что это может быть не агара, это может быть, в общем, что-то такое. И теперь перейдем к блузочке, покажу свою блузочку. Блузочка, кстати, вот самое, что ни на есть необычное, по крайней мере для меня. И еще не только для меня, но и для моего возраста. То есть не каждая женщина за 50 наденет такую блузку. А я сейчас, я не знаю, может быть, кто-то меня осудит, может быть, кто-то меня поддержит. Но я считаю, что сейчас, учитывая то, что я с собой делаю в последнее время, да, это стретчинг, это бег по утрам, это питание правильное, это центр аппаратных коррекций фигуры, я уже запуталась, заболталась. В общем, я занимаюсь собой, своим внешним видом, и, конечно же, мне хочется показать результат. Я начну сверху, да, что касается воротничка. Воротничок у меня это масло, то есть пайетки на масле. Но, естественно, масло я вырезала прямую полосочку ткани, далее сутюжила ее вот таким образом, чтобы она была вот так полукругом, да, луной. И таким образом я ее зафиксировала флизелином.
Далее подкладку, ну, конечно же, подкладка, то есть, ну, здесь двойная, да, и с изнанки я как бы продублировала, то есть как бы сделала подкладку из габардина, просто черный габардин. Вырезала уже по той форме, которую придала ткани масла. Что там сзади, это самая как раз фишка, но об этом я хочу поговорить в конце. То есть это я хочу показать в самом конце. Самая изюминка. Значит, по воротничку сзади 4 воздушные петли, 4 пуговки, я тоже об этом расскажу. И вся блузка держится вот на этом ручейке, на воротничке. И сзади еще 2 тоненькие тесемочки. Опять же, потом покажу. Значит, вот этот ручеек от горловины идет вот так в пройму. Здесь у меня 2 небольшие складки. Ну как небольшие? Примерно по 1,5 или даже 2 сантиметра. По 1,5 сантиметра 2 складочки. Это у меня заложены складки. То есть я сюда переводила свою нагрудную выточку. Перевела вот сюда вверх. Естественно, эту блузку нужно носить без бюстгальтера. Не каждый осмелится. Еще есть перепад длины, то есть по переду короче, по спинке длиннее. И немножечко идет расклешение по боку. Не сильно, но совсем чуть-чуть. В общем, вот такая интересная блузка спереди. И теперь самая фишка, что же у нее сзади. А сзади, опять же, повторяю, что манекен не моего размера. У меня, получается, более вот так вот прилегает. Ну, приблизительно, да, вот так свобода есть, но она больше прилегает. В общем, вот такая открытая спинка. Я уже сказала, 2 тесемочки идут от проймы, цепляются к воротничку. И здесь вот такой вот разрез, то есть здесь тоже на одной пуговке, на одной петельке все держится. Вот так. Все, застегнула петельку, то есть пуговку. И вот так вот это все. Я сейчас, простите, пожалуйста, приспущу брюки, чтобы было понятно, как выглядит сама блузка, да? Чтобы было понятно, как это сзади вот так вот выглядит. То есть все открыто. Вот такие интересные пуговки. Я поближе покажу потом. Пуговки очень классные. Воздушные петли. Здесь у меня воздушные петли из основной ткани. Почему у меня, кстати... Почему у меня воротник отдельно? Потому что мне просто не хватило ткани. Вот такое я нашла решение. Как бы сочетается с черным, но и к тому же пайетки добавляют такую какую-то, наверное, нарядность. Конечно, я покажу этот костюмчик на себе чуть попозже. А сейчас хочу показать еще одну блузочку, но это уже не на меня. Блузочка. Это у нас шифон, травка с пайетками. Передняя половинка продублирована подкладкой. Подкладка белого цвета. Можно было сделать телесного, но она у меня не сильно просвечивается, поэтому белого цвета. Вот такая. Вот это кашкарсе. Я вам показывала, да, ее я получала. Показывала кашкарсе, тоненькая. Но она, знаете, такая даже не просто тоненькая, она еще и бархатистая такая. То есть у нее структура такая, поверхность очень классная. Внизу тоже на талии кашкарсе. На рукавах кашкарсе. Рукавчики не длинные, рукавчики где-то примерно, ну вот чуть-чуть выше. Ну, где-то 3/4, наверное, даже чуть ниже. В общем, где-то тут. Вот такая получилась блестящая блузочка. Очень классная. Жалко, кстати, я пожалела, что мало заказала. Но, однако же, что хочу сказать. Если вы будете такую заказывать и будете с такой ткани шить, обычная машинка прошивает замечательно. Но, когда мы с вами строчим на оверлоке, оверлок, вот я, допустим, боковые срезы прошивала нормально, все хорошо, да, то есть 2 или 3 слоя ткани. А когда уже на оверлоке я пристрачивала вот эту, как манжетик, мне приходилось убирать пайетки из-под, вырезать оттуда, да, уже по простроченному месту. То есть вот здесь я вырезала
Это очень сложно, потому что они прозрачные, их не видно. У меня просто ломались иголки, пока я вот не вырезала, все пайетки. В общем, вот такие вот у меня обновки. И сейчас я покажу костюмчик на себе. Ну и поближе, покажу поближе сам воротничок. Обработка, кстати, здесь обычная. Внизу и вот этот бок я сделала двойной тоненькой подгибкой. Здесь у меня просто оверлок и подгибка. Вот эти места, кстати, вот эти по косой, да, места, и вот эти места разреза я укрепляла долевичком. И вроде как все, больше ничего здесь нет. Ничего такого необычного. Сшивала просто оверлок и прямая строчка. Вот такая застежка поверху. То есть, понятно, да, воротничок. Вот такая пуговка. Просто замечательная, суперская пуговка. Петелька. Петелька, конечно же, вшита между слоями. Сейчас я расстегну, покажу. Вот так, между слоями, да, вшита. То есть, нигде все аккуратно, нигде ничего не торчит. То же самое здесь. Такая же пуговка, петелька. Вот такая вот замечательная блузочка. И мои пайеточки. Блестит классно, супер. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets.